Стоит ли вам проявиться? Но к кому же? Давайте разбираться вместе. С вами Вика и новый расклад Таро для мужчин. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. И опять-таки вы у меня выпадаете таким парнем горячим. Горячий – это про активность, это про страсть, да, то есть вы любите интим, вы любите женщин, которые так же, как и вы, любите интим, да, то есть вы такой суперлюбовник, вы человек, который очень деятельный, активный. Довольно часто вы, кстати, выпадаете такими живчиками, да. Может проиграться, что вы огненного знака зодиака. Ну, то есть вы человек действий. Не человек просто слова пообещал и не сделал. Это точно не про вас. Вы, мужчина сказал, мужчина сделал. Все, точка. Возможно, вы такой человек, который ищет в своей жизни покоя. Вы его ищете, но не находите. Есть такая внутренняя подусталость, есть, может быть, эмоциональное выгорание, есть эмоциональные такие внутренние качели, могут быть качели в настроении, в каком-то вот ощущении. Сюда можно отнести, когда вот человек утром просыпается, да, вроде бы ты отдохнувший, но ты себя чувствуешь как выжатый лимон, да. Есть некая такая усталость, вот поднакопилась у вас очень сильно усталость. В выборе работы вы придерживаетесь вот и внутренних ощущений, вы смотрите и на разные составляющие, и на зарплату, и на условия, и на график. То есть все компоненты должны сойтись. Вы не будете хвататься лишь бы за какую работу, вы себе можете, в принципе, позволить выбрать работу, да, потому что, в общем-то, таланты у вас есть, вы такой товарищ рукастый. Поэтому, может быть, даже у кого-то проиграется, что вы парень на расхват, да, ну где-то что-то помочь, одинокой соседке что-то отремонтировать, там еще что-то, дом построить, может быть, соседям помочь, либо еще кому-то, да, ну то есть подколымить, так подзаработать вы точно можете. Почему-то вас все больше одолевают грустные мысли. Вот чем больше вы живете, тем больше некое разочарование, что ли. Почему? Разочарование в женщинах однозначно. Знаете почему? Да потому что вы всю жизнь хотели, может быть, прожить раз и навсегда вот с одной женщиной, да? Как в сказке. Жили они долго и счастливо и умерли в один день. Вот приблизительно вы так мечтали, вы думали, вы надеялись, а женщины вас все больше огорчали, да, и заставляли разочаровываться. У кого-то это одно было разочарование, у кого-то два, у кого-то, может быть, несколько. Давайте сделаем маленький опрос. Ребят, напишите, сколько женщин вас разочаровали. Может быть, у вас несколько браков было, может быть, несколько отношений было. Вот давайте, ну, я имею в виду те, которые серьезные, не какие-то там одноразовые у кого-то были по молодости, да, а вот именно отношения либо семья. Вот сколько женщин, как много вас разочаровали. Здесь еще может проиграться грусть, потому что ищете любовь, ждете новую любовь. Но все больше видите вот веселушки-хохотушки, продуманные девочки, либо женщины, которые любят погулять, покутить, да, а вам-то хочется любви, а вам-то хочется серьезных отношений, поэтому тоже может быть некое разочарование. Причем даже среди вас вот есть мужчины, которые, может быть, реально для себя поставили точку в личной жизни из-за этих разочарований, решили жить для детей, кто-то для внуков решил жить, да? Вы можете себе позволить и путешествовать, вы можете много чего себе позволить. А вот на женщинах вы как бы, ну, точку, наверное, поставили. Хотя у меня большой вопрос по поводу будущего. Я думаю, там еще на горизонте у вас будет
некая леди. Так, еще давайте коротко глянем, что про вас можно сказать. Однозначно, вам нужна только любовь. Но опять-таки показано, что кто-то из вас еще не отпустил прошлое. Потому вы можете стопорить свое будущее. Вы можете не вступать в новые отношения, потому что сознательно, либо подсознательно у вас еще в душе и в сердце сидит ваша прежняя женщина. Поэтому, ребят, вот маленький такой совет. Задайте сами себе вопрос, только вот отвечайте по-честному. Вы отпустили бывшую или нет? Если вы часто думаете, если вы часто ностальгируете, если вы часто пересматриваете фотографии, переписки, странички, там, я не знаю, все что угодно, значит, вы ее не отпустили, и вы не готовы полностью к новым отношениям. Потому любую женщину, вот даже самую супер-пупер раскрасавицу вам дай сейчас, и вы все равно в ней найдете какой-то изъян. Вот все равно где-то что-то будет не так, а все потому, что у вас в душе и в сердце живет еще другая женщина, прежняя женщина. Поэтому задайте себе вопрос. Может быть, потому вы и застопорились, да, вот в личной жизни. Потому что есть среди вас те, которые могут, да, вот переживать, что не клеится личная жизнь, но виновником там то, что ваша бывшая еще сидит у вас в душе. Поэтому честно дайте себе ответ. Итак, давайте-ка смотреть, стоит ли вам проявляться. Но поскольку у нас общий расклад, я буду разные ситуации рассказывать, а вы примеряйте под себя и кому что подходит. Итак, стоит ли кому же вам проявляться? Давайте первое посмотрим. Кого же нам покажут? Так, ух ты, кто-то ко мне спешит. Стоит ли проявляться к женщине, которая разбила вам сердце? В принципе, это то, о чем я только что говорила. Это говорит, ну, вернее, карты нам показывают женщину, которая причинила вам боль, которая, скорее всего, здесь измена проиграется, вранье. Стоит ли к ней проявляться? Потому что, опять же, нам показано, что вы готовы все простить. Вот есть среди вас те, которые готовы все простить. Я это, конечно, с трудом понимаю, ребят, потому что предательство, ну, я сторонник, что предательство не прощается. Стоит ли проявляться? Нет, нет, вот вишенка на торте, ребят. Если вы проявитесь, если вы попытаетесь склеить отношения, ничего не получится. Получите еще много ножей в спину, получите много разочарований, боли, страдания, депресняка, негативных мыслей, еще больше разочарования в женщинах. Ну, то есть, все, что можно только негативного, вы получите. Вот если вы попытаетесь возвращаться к прежней женщине. Почему? Давайте-ка вот спросим. А почему? Во-первых, она на вас имеет такой зуб, у нее столько к вам претензий, которые она вам даже, может быть, ну, либо не высказала, либо все не высказала еще. Если бы вы к ней проявились, ну так, знаете, по-хорошему, не просто про ребенка поговорить, либо еще по каким-то вопросам, а так вот с намерениями что-то склеить. Вот если бы вы проявились, она бы устроила очередной конфликт. Это был бы скандал, это был бы какой-то, ну как минимум, неприятный для вас разговор. Она не собирается ни с кем мириться. Здесь любовь давно не живет. Давно не живет в сердце этой женщины. Поэтому, ну, сделать себе еще одну травму абсолютно я не рекомендую. Вот к бывшей точно, ну, не нужно, ребят. Вот запомните эту карту. Десятка мечей. Это конец отношений, конец всего. Это страдание, это самая большая боль, которая только может быть, понимаете? Далее, кому еще стоит ли проявляться? Потому что, ну, бывают разные житейские такие ситуации, да? Так, что за сомнения вас гложут?
Ну, мне показана какая-то конфликтная ситуация. Это может быть как давний конфликт, так и свежий конфликт. Вот здесь можно проявиться. Здесь может быть и конфликт по работе. Здесь с кем угодно может быть. Ну, скорее, с мужчиной проиграется. Конфликт из-за денег, из-за работы, какие-то рабочие моменты. Может быть даже какой-то чепуховый такой конфликт, но вы с человеком не общаетесь. Здесь вы можете, ну, протянуть руку, да, сделать какой-то первый шаг. Да, здесь наладятся отношения, вы все обсудите, обговорите. И, в общем-то, ну, здесь легко можно наладить отношения. Далее, кому еще стоит ли проявляться? Так, вам бы очень хотелось, но это скорее даже не проявиться, а может быть, ну, либо же приехать, пообщаться, увидеться, может быть. Это будет, ребята, касаться тех из вас, кто, может быть, ну, либо же вы за границей, в другой стране, в другом городе, да, по разным причинам, но вы не можете приехать к своему ребенку, к своей семье, да, может быть, у кого-то женщина осталась дома, у кого-то родители могут проиграться, вы длительный период на расстоянии были, ну, вернее, вы сейчас находитесь, да, это могут быть редкие общения. Сможете ли, стоит ли? Нет, нет. Здесь опасно проявляться в силу тех действий, которые сейчас происходят. Особенно это касается, ну, там, где горячо, там, где опасно. Вот лучше не проявляться, потому что, ну, можно себе нажить последствий с бедствиями. Я не буду озвучивать, это связано с армией, с формой. Здесь реально могут быть последствия с бедствиями и такие, ну, может быть, даже угроза для жизни у кого-то. Я думаю, ну, вы поняли, в принципе, да, кто в этом варится. Я так пыталась немножко завуалированно говорить, но вот возвращаться на данный момент, даже чтобы увидеть близких, вот здесь проявляться точно не нужно, потому что опасно и для жизни, и для здоровья, и вообще могут быть разные неприятности. Вы понимаете, какие. Даже на той же границе я не буду говорить, что именно, да? Все взрослые люди, все понимают. Еще что? Стоит ли проявляться? Кому? Куда? Есть какие-то недорешенные у вас вопросы. Это могут быть, опять-таки, мне показано, рабочие вопросы. Может быть, вы что-то недовыясняли с начальством, может быть, с коллегой. Здесь может стоять вопрос повышения по карьерной лестнице. Повышение может быть какой-то, я не знаю, там, ранга, квалификация, еще чего-то. Может быть, вас не хотят повышать, вот незаслуженно, да. Стоит ли проявляться, бороться за это все, да? В принципе, стоит, ребят, стоит. Те из вас, которые будут бороться за то, что вы задумали, у кого-то это по работе, у кого-то могут проиграться какие-то юридические вопросы. Стоит ли за это бороться? 100%. Но здесь скорее будет такое проявление, может быть, у кого-то, ну, это не проявиться, а больше так обратиться, наверное, да. Может быть, к юридическим каким-то конторам, там, к нотариусам, ну, кто угодно, адвокаты, да. То есть здесь, да, здесь вы можете получить то, что вы хотели, за что вы вот боретесь, только так, обязательно, без вашего проявления, без вашего появления, так сказать, ну, здесь все застопорится. Это могут быть разные вопросы, и наследство, и какой-то дележки, да, может быть даже алиментные какие-то вопросы, другие юридические. Может быть, вы хотите оформить там ФОП, да, вот, допустим, там фирму свою какую-то оформить. Ну, то есть много-много вариантов может быть. Обязательно
Кто стучит, тому открывает. То есть проявляйтесь, вот стучите во все двери, во все организации, куда только можно, и вам помогут. Плюс еще есть какой-то момент, может быть, у вас застопорились еще какие-то документальные дела. Может быть, кто-то хочет выехать за границу, может быть, что-то, опять же, квартиры, машины, недвижимость, что-то переоформить, да, там, ну, разные варианты. Поэтому здесь однозначно нужно бороться. Дальше давайте еще один момент посмотрим, стоит ли проявляться, куда проявляться. Вам будет какое-то приглашение, но вы почему-то можете сомневаться, думать, стоит ли идти, не стоит. Это может быть приглашение и на какую-то гулянку, да, там дни рождения, вечеринки. Так и может быть какое-то предложение по работе. Причем это работа, скорее, там, где далеко, работа заграничная, работа в другом городе. Причем неожиданно. Может быть, вы давно проходили собеседование, либо же откликались по вакансии. Однозначно будет ситуация, когда вам позвонят, ну, если, допустим, работа это касается, да, предложат, и, конечно же, вам желательно как можно быстрее появиться, ну, на том месте, поехать туда, допустим. Работа очень неплохая. И у кого-то даже проиграется где-то там за морями, океанами. Работа неплохая, поэтому как можно быстрее собирайте вещи и появляйтесь там. Ну а кого будут приглашать на какие-то вечеринки, почему-то у вас, ну, то ли будет на тот момент такое настроение не очень, просто, может быть, накрывать будет. У кого-то могут быть финансовые проблемы. Стоит ли туда проявляться? Стоит однозначно, потому что это люди, которые вам близки. Это, ну, не такие там дальние какие-то знакомые. Это какое-то торжество, где люди вот вас воспринимают таким, какой вы есть, им по барабану, да, вот в какой одежде вы придете, как вы придете, с чем вы там, с пустыми руками, не с пустыми, вот им абсолютно все равно. Главное, чтобы просто вот в своей такой теплой компашке пообщаться, посидеть, может быть, вспомнить молодость, да, там, либо просто поболтать, поговорить. Поэтому обязательно проявляйтесь, получите очень много позитивных эмоций. Ну, мои хорошие, вот такой был сегодня расклад. Берите, кому что подходит. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!